Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро расклад. Что прояснится? Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события июня, события будущего. И я хочу вас поблагодарить за вашу помощь, за вашу поддержку, мои дорогие, за то, что вы пишете мне искренние, добрые комментарии, смотрите мои видео. И июнь, первый месяц лета, требует от нас некоторого терпения. Хорошо пробовать что-то новое, словно примерять на себя, не отказываться, попробовать в одном себя деле, в другом. Через опыт к нам приходит понимание, стоит вообще этим заниматься, тратить на это время или нет. Научиться смотреть далеко вперед, изменить образ мышления, может быть, и решиться на что-то. И в июне категорически противопоказано волноваться, особенно волноваться по какой-то ерунде, по каким-то пустякам, или строить вокруг себя невидимые заборы, барьеры, как крепость какую-то воздвигать. Не лишайте себя радости, мои дорогие. Отпускайте то, что может вас даже раздражать, вам не нравится, или то, что вы не в силах изменить. Будьте добрее к самим себе. Мы все будем вынуждены адаптироваться к новым правилам игры до конца 2025 года. А я бы сказала, в 2025 это год змеи, более такие гибко-мудрые энергии, а последующий 2026 это год огненной лошади. И вот там больше ожидается метаморфоз. Даже то, что мы не предполагали, да и ритм жизни скорее ускорится, может временами как минимум переходить на какой-то галоп. Поэтому от того, как мы адаптируемся, будет зависеть наше качество жизни. На самом деле это имеет значение. Я часто говорю, 2025 год адаптации. Но, как Чарльз Дарвин сказал, выживает не самый сильнейший, а тот, кто умеет адаптироваться, приспособиться, мои дорогие. И я вас приглашаю на свой сайт. Есть и на сайте у меня статьи по психологии, есть и астрологические прогнозы, в том числе китайский календарь. Вот каковы энергии, что для вас сейчас актуально. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Переходите, читайте. Мы с вами идем дальше. Что же за события ближайшего будущего? И что прояснится, если спросили, с чем это будет связано? И когда у нас мало совпадений или мало того, что мы можем соединить, скорее всего, спокойный период жизни. Но вот вижу, смотрите, тут какой-то, как урок из прошлого, может быть. Или, почему говорю про урок из прошлого? Потому что у вас выпадает крест, это словно по судьбе, а рядом у нас змея. Ну, с одной стороны, год змеи, и правда, все то, что я сказала до видео, мудрость, где-то гибкость, которая на грани с хитростью вам будет совершенно необходима. Не все так однозначно. Может быть, и не все золото, что блестит, и не все люди братья. Здесь может быть как какой-то фейк, заведомо неверная информация. Делите надвое. Но, скорее всего, я могу предположить, что подобное дежавю уже у вас было. Поэтому вы уже имеете какой-то опыт. Поэтому будьте внимательны. И даже к той информации, которую вы получаете, или к тому, как ведут себя люди. Люди себя тут тоже не проявляют. Они словно хитрить могут. И поэтому вам нужно вооружиться где-то терпением. Терпением помогает нам рассмотреть разные варианты. Или оставляйте для себя, мои дорогие водолеи, какой-то маневр. Это здорово на самом деле, когда мы вот этот маневр, как пространство, для возможности отступить полшага назад, в чем-то не участвовать. Или не откликаться быстро на услышанную новость, а додумать, или, как я сказала, разделить надвое. Имеется в виду перепроверить, найти дополнительную информацию, разобраться. Здесь тень на плетень могут кто-то специально, может быть, даже зная ваш характер, наводить для того, чтобы вы с чем-то согласились. Вот я такое тоже могу предположить. Но мы идем с вами дальше. Может быть, нам с вами тут расскажут, чего это может касаться. Вот смотрите, выпадает вот эта листва, это как дерево, это ожидание. Может быть, это вы слышите новость или с каким-то человеком взаимодействуете,
и вынуждены ждать чего-то. Давайте раскроем поподробнее. Но я тут вижу, у кого-то это будет своего рода перезагрузка, когда вы, к примеру, засомневаетесь в человеке, потому что человек пропал. Вот, кстати, такое я могу предположить. Или какая-то ваша личная история развивалась, вроде как шла куда-то, и вдруг случился какой-то стопор. Почему про личную историю говорю? Потому что, с одной стороны, лебедь – это карта верности, это карта любви и искренних отношений. Но вот в одном квадрате у нас еще и ожидание выпадает. И, конечно, если это ожидание банально, как регламент, вы, к примеру, хотите встретиться со своим любимым человеком, может быть, вы на расстоянии, или вы хотите осуществить какой-то проект, пусть по бизнесу, например, и у вас есть ключевые партнеры. И вы тоже уже что-то запланировали, но требует это дело доработки или каких-то согласований, подписаний документов. Вот здесь, если мы говорим про регламент, вряд ли тут мы можем что-то ускорить. Или вы можете где-то анализировать сказанные слова человеком и принять, вот, кстати, принять вот те слова, которые вам по какой-то причине не нравятся или побуждают вас к сомнениям. Вот вы начнете это анализировать. Может быть, проанализировать и стоит, но все же от чего-то не отказываться, потому что здесь не все так однозначно, по крайней мере, пока. Давайте мы посмотрим. Мы дальше раскроем на картах Таро, к чему же это все идет. А у вас, смотрите, что еще совпало. У вас еще и ангел совпал. И то, что мы можем думать в одном ключе, на самом деле может быть в реальной жизни совсем другое, в другой плоскости, как-то по-другому оценено. И даже если, кстати, на самом деле есть те персоны, ну, это в жизни каждого из нас. Не все нам желают добра или не все как-то к нам даже искренне относятся. Некоторые нам завидуют. Вот, кстати, змея может такое говорить о том, что банальная зависть. А зависть, как сказал в своем романе «Доктор Живаго» Борис Пастернак, зависть – родная сестра и неразлучная спутница сатаны. Вот лучше и не скажешь. Поэтому для вас, может быть, определить людей искренних на те, которые хотят казаться таковыми. Может быть, вы и слышите какую-то новость или до вас доносят информацию. Может быть, информация не нравится. А вот есть все равно смысл что-то прояснить. Или, как я говорила, делить надвое. Вам нужно и важно знать правду. Вполне вероятно, что у кого-то может быть такая метаморфоза. Тот человек, которого вы считали словно недругом. Или тем, который как раз нацелен вам сделать что-то со знаком минус. А вы поймете, что вообще-то это доброжелатель. Ну просто он видит жизнь в каком-то ином ключе. Мы все разные. И от того, как мы сумеем договориться, и даже если это касается работы, например, ну или личной жизни, мы не должны друг друга перестраивать, переделывать, воспитывать от того, как мы сумеем воспринимать человека, который для нас важен. От этого и будет зависеть продолжение, по сути дела, отношений. Вот не все так однозначно. Давайте пойдем дальше. Так или иначе, мои дорогие, любимые водолеи, добрые перемены. Вот это то, что мы не изменим. И как будто это по судьбе. Но, может быть, вот я вижу вот эти карты, вам придется, правда, некоторую перерокировку или собственное переформатирование проводить по части отношения к людям. Может быть, вы вообще пересматриваете свое окружение как и поближе, так и подальше, кому следует доверять, а кому нет. И я бы сказала, вот такой анализ, он вам тоже по судьбе, потому что определиться вам нужно с чем-то. Может быть, не попасть еще раз в просак, кстати, чтобы минимизировать риски, когда вас кто-то подводит или когда вас кто-то использует, когда вы кому-то удобны. По змее такое может быть. И, видимо, перед тем, как планета Уран, ваша планета-управитель, в июле месяце перейдет в знак зодиака Близнецы, и для нас, для всех, это какое-то убыстрение темпа, я, по крайней мере, предполагаю, или другие энергии. Пробудет Уран в Близнецах,
недолго, до ноября, но нам дает возможность увидеть, чего будут касаться последующие события, когда Уран перейдет в Близнецы в апреле 27 числа 2026 года. Или правильно как-то взять ориентир, мои дорогие. Поэтому июнь месяц вам дает возможность что-то завершить, подвести к общему знаменателю, или пусть это даже по отношениям, что вы будете продолжать. А кому вы скажете нет, но определенно есть и люди, как ангел. Иногда это, кстати, как ангел за вами наблюдает и, может быть, больше ясности пытается внести в вашу жизнь, это как по судьбе, высшие силы, чтобы вы не были закрытыми глазами, чтобы вы в июне в более спокойных энергиях для себя определили, от каких людей чего я могу ожидать. И однозначно вот по тем отношениям, которые определенно продолжать стоит. Смотрим, что у вас еще совпало. Мы можем соединить в нашем пасьянсе то, что в крайних рядах по горизонтали и вертикали. У вас сердце. Это любовь, мои дорогие. Вот есть какая-то история любви, я так вижу, которая должна быть продолжена. А если вы один или одна, доброе небо июня вам предлагает задуматься, а так ли уж для вас важно ваше одиночество? И говорят, если хочешь идти уверенно или если хочешь идти быстро, иди один, а если хочешь идти далеко, иди вдвоем. Вот определите, что же для вас важно. Мы люди, и любая сфера нашей жизни, она построена на взаимодействии, и нам карты где-то напоминают. Если мы обожглись на молоке, не стоит дуть на воду, поэтому правильные какие-то действия провести, может быть, но и не стоит как-то рубить с плеча, а подойти более внимательно или пристально к вашим взаимоотношениям. Вообще это все проходит на фоне добрых энергий. И у вас выпадает еще по крайним рядам свеча, спокойное течение жизни. Ну, правда, тут в спокойных энергиях вы можете с чем-то определиться. Идем дальше. Что же прояснится? Наш прогноз именно этого касается вопроса. Что же для вас прояснится, мои дорогие водолеи? Следующая карта неожиданности. Добрые события или что вас приятно удивит, что вас будет радовать. И к чему это все идет, для чего это вообще все было нужно. Давайте узнаем. И вот, соответственно, по сферам жизни, то, что будет связано с этим периодом, дела, работа, бизнес, документы, у кого-то учеба. Финансовая энергия, деньги, любовь и личная жизнь. Так что ж там у вас прояснится, мои дорогие? Ну вот обнуление как будто, да? Как жизнь с чистого листа. Но будьте внимательны. В руке нашей девушки какой-то предмет, и это прообраз Грааля, священного Грааля. И явно что-то у вас получается очень хорошо. Может быть, с одной стороны, жизненный драйв, потому что приток новых сил, жизненных сил, активности, бодрости, все это знаменует карта, а также вдохновение, радости где-то. Мы наполнены, ну, как устремляемся вперед, и мы чувствуем, что точно какой-то у нас проект получается, это факт. Но мы как будто можем вот на волне этих, казалось бы, добрых энергий, мы можем и буквально сглупить, мои дорогие, ошибиться. И вот как эта девушка, обратите внимание, она прогнулась назад, она чувствует явно какой-то душевный полет. Одной рукой держится за какой-то сухой сук. И вот этот самый волшебный Грааль она держит над каким-то омутом, как над пропастью. И вот посмотрите, какие-то силы невидимые уже начинают работу. Не упустите то, что сейчас в ваших руках. Не откажитесь от чего-то, переложите это в какой-то прогресс на будущее. Или буквально все ваши ресурсы контролируйте. И ресурсы это не обязательно деньги. Хотя, конечно, деньги. Но это как один из способов взаимодействия с миром. Но это ваше время, это ваши таланты. И по нулевым арканам мы как пишем собственную историю с чистого листа. Но значит, ваши таланты, они сейчас находятся в новой точке отсчета, когда вам нужно все это сложить в красивый узор. Это возможности сами по себе, причем в новом формате. Причем
Это то, как вы не поступали прежде, поэтому от вас тут тоже требуется какая-то перестройка или отход от прежних шаблонов. И это что прояснится? Куда я иду? Вот куда вы идете, к чему вы стремитесь? Проанализировать то, чем вы располагаете, и как вы готовы взаимодействовать, может быть, с конкретными людьми. Как вы готовы продолжать отношения. Насколько вы готовы взять ответственность за человека или за какую-то тему, может быть, в работе или за какой-то проект, насколько вы готовы углубиться в какие-то отношения. Вот такой может быть вопрос. Вот это вы все для себя проясняете. Ну, может быть, и по части людей. Вот мы говорим, если обнулилось что-то, я допускаю, что есть те персоны, от которых вы откажетесь. Но скорее всего, это нужно делать как-то очень красиво, элегантно, нам об этом сказали. К примеру, если вы видите, что точно вот эти отношения я не хочу продолжать, меня люди эти подводят, ну, значит, не нужно говорить, что вы разгадали чей-то хитроумный план, а просто нужно сделать тоже по-умному, может быть, и по-хитрому, мои дорогие водолеи. Не все однозначно. Важная задача в июне – себе не навредить. Вот и берегите себя. Что же тут в неожиданностях? Ну вот и не поссориться, наверное, с кем-то тоже имеет смысл. В неожиданностях возможности. Десятка пентаклей – это по максимуму. Возможность заработать деньги, может быть, на каком-то новом проекте. Не гоните от себя какие-то мысли. Идея зарождается в нашей ментальности, от того, как мы сумеем переложить на практику, это уже зависит от нас. Тут могут быть как подсказка судьбы, да, какой-то внутренний инсайт. Вот занимайся как будто этим или попробуй. Я говорила, что хорошо пробовать, примерять как будто на себя. И вот что-то подобное у вас может проиграться по части ваших достижений, чистолюбимых планов. Я допускаю, что и по части личной жизни все-таки у вас лебедь. Ведь это не просто про любовь, а это про верность и искренность. Все же есть какие-то отношения, которые есть смысл продолжать. Причем можно сложить вот этот самый красивый узор, потому что тут по максимуму. Здесь нам и семья показана, и теплый уютный дом. Здесь и вопросы финансов, не без этого, ваши достижения. Вот здесь новое качество жизни. И это в неожиданностях, возможности. Но возможности, давайте будем откровенны, они к нам приходят иной раз криво. Мы на них смотрим, думаем, да вообще, что это такое? Вы не хочу я с этим взаимодействовать, или мне такой вариант не подходит. Мои дорогие водолеи, ведь вы те люди, которые воспринимают альтернативные варианты, инновации или какие-то революционные решения, чаще всего вы как раз быстро умеете перестраиваться. Это ваш знак зодиака таков. Поэтому рассмотрите для себя новые возможности. Это для вас будет открывать совершенно иные перспективы. Причем я тут вижу какое-то доброе продолжение. Оно будет следовать. Да, вам нужно будет держать руку на пульсе, потому что мы не можем расслабиться. Мы должны переложить вот это самое благополучие или какой-то проект в новую плоскость. Иными словами, не только сохранить, а приумножить. Вот у вас в неожиданностях такие возможности идут. И даже если вы чувствуете себя словно... Я не знаю, как действовать, да, вот по нулевому аркану, вот что прояснится. Или вы чувствуете, я нахожусь вот на первых самых порах, и тоже непонятно, что там следует продолжать, а что нет. Ну, наверное, искусство мелких шагов вам дает правильные подсказки. Примеряйте на себя, прочувствуйте себя словно кожей в каком-то деле, и вам интуиция дает правильные подсказки. Добрые события. Ну вот явно... Время любви. Вот двойка кубков, безусловно, это карта любви, это карта взаимопонимания, это карта нежных чувств, это карта эмпатии. И есть человек, который к вам относится очень хорошо. А для тех, кто один или одна, я могу такое предположить, может быть и знакомство. А может быть, судя по всем картам, я бы сказала, этот человек есть в вашем окружении. Ну, понятно, мы все разные. Конечно, добрые события или что вас приятно удивит, и есть как минимум, пусть это даже касается вопросов работы или вашего бизнеса, есть тот человек, который за вас болеет душой, который готов продолжать это взаимодействие. Возможно, это ключевой партнер, но дипломатия – это ваше все. Через дипломатию вы сумеете обойти какие-то острые углы или, словно вот по змее, да,
Если вы поняли, что, ага, вот одному кому-то я точно не верю. Кто-то, ну пусть тут у нас змея, а вы его воспринимаете словно человека, который носит маски. Так вот, вместо того, чтобы сказать, ага, маска, я тебя знаю, но вы это где-то скажете глубоко в своей душе, а сами измените просто тактику поведения с этим человеком и, иными словами, тоже где-то дипломатия, пусть это мы иногда называем манипуляцией, но, видимо, жизнь другого не оставляет, по крайней мере, вам это дает возможность какой-то гордиев узел разрубить или не быть втянутым в то, что вам не полезно, не перспективно. Ну вот, видимо, не все так однозначно, как змея, так и ангел. И вот есть все-таки ориентир, и на него и нужно где-то, может быть, и полагаться, или вдохновиться, потому что вот этот человек по двойке кубков, который вас может еще и вдохновлять. И есть на что опереться. Это все как добрые события. Или, может быть, от вашего любимого человека, если вы на расстоянии, добрые вести. А если вы были, кстати, в ссоре, вы можете помириться. К чему все идет? Вы еще много будете слышать какой-то разрозненной информации. По пятерке жезлов еще и будет много людей, которые утром подумали об одном, вам пообещали что-то одно, а через пару часов о нас забывают или переключаются эти люди на что-то другое. И, кстати, эти люди, они не потому, что нам желают вреда какого-то или хитрые планы имеют. Это люди такие. И есть такие люди в вашем окружении. Просто человеку несложно. Пообещал, а потом для него что-то более интересное, то, что касается его лично. И он никогда ваши планы на первое место не поставит, а свои, к примеру, на вторые. Или это проходят люди в вашем окружении, да которые сами не знают, что они хотят. Увы, такие тоже бывают. Они ищут себя. Это тот художник, который в каком-то вечном поиске. И на него невозможно ни положиться, ни ответственности потребовать. Ну, наверное, как и в информации, нужно доверяй, но проверяй. Я часто эту карту называю информационный хаос. Поэтому где-то себя сохранять и не выносить быстро вердиктов, как и людям, так и не быстро, пока, по крайней мере, вы что-то не продумаете, не просчитаете, на что-то не соглашаться и точно так же от чего-то и не отказываться. Есть многие темы, которые касаются, может быть, и личной жизни, на уровне нашего восприятия. Мы можем видеть что-то со знаком плюс, а там может быть подвох. Или наоборот, нам кажется подвох, минус, мы начинаем какие-то барьеры невидимые возводить. А если мы так проанализируем, да нет, барьеров нет. Это опять же наше восприятие. Все неоднозначно. Будьте аккуратны. То есть карта нам говорит на последующий период, не только июня, а еще и на июль, возможно, дальше, мы все должны будем адаптироваться именно к этому. Давайте мы пересмотрим по сферам жизни вот этот период, с которым будут связаны вот эти события. Что же у вас по части ваших достижений? Но десятка мечей мы закрываем в прошлую дверь. Как будто не важно, что там было. И не важно, кстати, какие новости. Нам разные новости приносят. Птица – это всегда информация или какие-то сообщения. Может быть, нас кто-то в прошлое и пытается затянуть вперед, а девушка нам показана уже спиной повернулась. Не имеет значения. Неинтересно. Не цепляет. И, видимо, есть те темы, которые для кого-то требуют последнего заключительного аккорда. Может быть, это и даже по документам. Вы находитесь сейчас, если у вас что-то, к примеру, задерживается, да? Мы с вами говорили, не так быстро оформляются документы. Ну, и это именно регламент. То тогда терпение потребуется, правда. Потому что вряд ли тут вы что-то можете ускорить. Вот, значит, финал чего-то или завершение, когда вы получите конкретный документ. Ну, я, к примеру, говорю. Это будет сопряжено с тем, что, ну, вот таков, видимо, этот самый заключительный аккорд или какая-то демаркационная линия. Ну, безусловно, по мечам это наша аналитика и это интеллект. Ну, вот есть какое-то дело, которое завершается. Может быть, в своем каком-то ритме, но так или иначе, или уже какие-то итоги вы подводите. А вверху у нас десятка пентаклей. Поэтому все это идет к новому качеству жизни.
У кого-то могут быть вопросы по части смены работы. Возможно, вы хотите поменять работу и будете что-то просчитывать. Я не могу сказать, опять же, что мы пока не нашли вторую работу, другую какую-то, или вы не имеете подушку безопасности, к примеру, по части вашей личной какой-то занятости, личного дела или творчества, которое вы собираетесь монетизировать. То есть мы, по сути, уходим в никуда. В тишину, в ночь как будто. Вот этого делать не следует. Тут нужно проявить некоторую осторожность. И даже если вас кто-то словно подталкивает, вынуждает, выводит вот на эти самые эмоции, мои дорогие, змея. Ведь правда, ну проанализируйте, может быть, кто-то пытается занять вашу должность. Ну, как вариант. И специально создает для вас какую-то турбулентность, ну, может быть, даже сплетни. Именно потому, что ожидает, что в конце концов лопнет ваше терпение, и вы так уйдете, хлопнув дверью. Вот нет. Тут не надо хлопать дверями. Здесь сделать нужно что-то очень красиво и элегантно. Не навредить себе. Как будто все равно перемены будут. Но это должно быть в максимально добрых энергиях для вас самих. Это будет важно. Давайте посмотрим, что же тут по деньгам, хотя нам сказали, что деньги есть и деньги будут. Хотя по деньгам тут нужно и не сглупить, и скорее что-то сохранить. Мы с вами говорили, хотя для кого-то, кстати, по деньгам может быть поддержка близкого человека. Вот это я тоже как или поддержка семьи, или деньги вашего партнера. Туз мечей по деньгам тоже, как и работа требует какого-то рационализма или новых новаторских решений. Что-то вы тут все равно будете обдумывать. Ну и деньги, наверное, как новый источник дохода вами может быть рассмотрен. Или вы, кстати, услышите новость и окончательно, к примеру, можете кому-то сказать, или, по крайней мере, будете думать, как это сделать красиво и элегантно, но для себя однозначно решите, что какой-то вид вашей, может быть, помощи или кому вы оказывали поддержку, завершился. Вы больше в этом не участвуете. По деньгам был определенно какой-то лабиринт, и, скорее всего, в июне у вас есть возможность с этим определиться. Это точно, потому что десятка пентаклей. Безусловно, есть в этом и чувство или элемент новизны, как новый способ заработков. Опять нам вот все карты где-то говорят. Но, видимо, переход от чего-то привычного к новому нужно сделать тоже в более добрых энергиях. И когда мы что-то ломаем, мои дорогие водолеи, тогда нас изнутри тоже словно ломает. Поэтому будьте добрее к самим себе. Не отказывайтесь, если, опять же, кто-то пытается вывести на эмоции вас, или не согласитесь на что-то на эмоциях, потому что время принимать мудрые решения. Причем выход из лабиринта нам помогает сделать только холодная голова. Поэтому и мечи – это ваш интеллект. А по части интеллекта вы сильны. Ваш знак зодиака, по сути дела, олицетворение интеллекта как такового. Или, может быть, для себя воспринимать не все однозначно. Личная жизнь, но выбор. Вы можете быть по выбору или на выборе, как и по партнерам, такое я тоже допускаю. Или когда все же личная жизнь не только про любовь, у кого-то будут касаться вопросы работы, последующей занятости, или вообще что вы будете продолжать. Вам могут где-то помешать, мы говорили по нулевому аркану, что доброе время. И, в принципе, эмоции такие, знаете, как восторженные больше. И на самом деле мы радуемся. Но находясь в каких-то более позитивных энергиях, ведь тоже есть риск, мои дорогие. Мы на воодушевлении можем согласиться, к примеру, с какой-то ерундой, куда нам 1000 лет не надо. Это факт. Но нам в данный период кажется, да елки, я тут сейчас горы сверну. Мы же чувствуем в себе силы, энергию, бодрость. И вот это было бы ошибкой. Тут нужно не замечтаться. Не случайно 7 кубков у нас всегда карта иллюзий. Не надеть на себя розовые очки, но и себе. Когда кто-то нам замыливает глаза и усыпляет нашу бдительность. Вот тут тоже такого быть не должно. Время мудрых и правильных решений. Может быть, и разобраться где-то с личной жизнью. А для людей семейных, для тех, кто в паре, может быть, какие-то новые обстоятельства дела, которые важны для вашей пары, или того, что вы собираетесь, намереваетесь осуществить, то здесь тоже нужно, опять же,
как-то подумать рационально. Иными словами, ваш интеллект – это ваша помощь. И не только интеллект, и интуиция. Ведь что такое интуиция? Это тандем и интеллекта, и какого-то прежнего опыта, который находится тоже где-то в беспристрастных наших уже суждениях, потому что опыт был, эмоции уже случились, но мы эмоции оставляем в прошлом. А вот опыт берем с собой, потому что он нам поможет не найти какие-то прежние грабли. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи. Правда, не упустите чего-то. Даже если оно на первый взгляд кажется как-то криво, серо, непонятно, ваш интеллект вам поможет найти правильный выход и решить какие-то вопросы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.